Добро пожаловать на мой урок по привлечению инвестиций. Хочу пригласить вас на бизнес-завтрак, который я провожу в рамках инвестиционного клуба, который мы здесь формируем в городе Бишкек в Кыргызстане. На бизнес-завтраке я провожу обучающие мероприятия по стратегии привлечения инвестиций, где мы разбираем полностью пошаговый план, как конкретно привлекать инвестиции в бизнес в Кыргызстане. Меня зовут Родион Султаншин, я эксперт по привлечению инвестиций в бизнес. Сейчас работаю в Бишкеке, в том числе с местными компаниями, такими как, например, клиника доктора Ратинова и компания Woodland по строительству модульных домов и по сдаче квартир как управляющая компания. Я привлек больше 10 миллионов долларов инвестиций лично и больше 100 миллионов долларов опосредованно. Главное, что нужно понять обо мне, что у меня есть опыт работы с обеих сторон. Я как привлекал инвестиции, так и инвестировал сам, и имею негативный опыт и с той и с другой стороны знаю, как не надо инвестировать и как не потерять деньги в качестве инвестора. Этот опыт позволяет мне как раз и проводить, сопровождать сделки между инвесторами и предпринимателями, делать это грамотно и безопасно для обеих сторон. Также я веду YouTube-канал по инвестиции в бизнес, там очень много материалов, и в том числе интервью с экспертами, и даже есть несколько видео с предпринимателями из Кыргызстана, и в частности с одним из моих клиентов, с клиникой доктора Ратинова. Я основатель инвестиционных платформ, вхожу в экспертный совет некоторых платформ, и у меня очень много партнеров, инвестиционных фондов, инвестиционных клубов, с которыми мы сотрудничаем и объединяем в рамках этих клубов инвесторов и предпринимателей. Все это делаем в рамках моей консалтинговой компании, которая занимается непосредственно услугами по привлечению инвестиций в бизнес. В этом видео я хочу поделиться тем, как выстраивать стратегию привлечения инвестиций и какие этапы в принципе существуют. Как раз на бизнес-завтраке мы подробно разбираем каждый из этих этапов. Первый этап – это упаковка предложения, это как раз инвестиционные документы, мы показываем примеры. Вы можете это увидеть также в моем Telegram-чат-боте, где еще больше полезных материалов и продолжение этого урока. На экране вы видите основные пункты плана по привлечению инвестиций в бизнес. Хочется обратить ваше внимание на самое главное – это именно анализ и стратегия. Вероятно, вы, как и многие другие, кто пытается привлечь инвестиции, сначала смотрят на то, как это сделали другие. И это большая ошибка, в большинстве случаев так не получается сделать, потому что каждый из проектов предпринимателей уникален, и нужно разбираться и проанализировать вашу конкретную ситуацию, что происходит в вашем бизнесе и какие у вас есть плюсы и минусы, как сформировать правильное предложение, какие сделать условия для инвесторов и вообще рыночные они или нет, к какому типу проектов относится ваш бизнес. И это все очень важно проанализировать, прежде чем начинать что-либо делать по привлечению инвесторов и что-либо им презентовать. То есть сначала анализ и стратегия, и только потом уже остальные шаги по привлечению инвестиций. Очень важно подготовиться абсолютно к каждому этапу, и начиная с упаковки вашего инвестиционного предложения, с того, как должна выглядеть презентация, как должна быть оформлено первое письмо для инвестора. Все это очень важно и имеет очень важное под собой основание, потому что привлечение инвестиций – это прежде всего психология и процесс продаж, а не просто цифры. Если вы идете в банк, например, то там эта история про кредит, там делают скоринг, оценку и выставляют вам определенные условия по сумме, которую вам может банк одобрить, и по тем процентным ставкам, под которые вы подходите на основе оценки вашего бизнес-проекта. Но там много факторов не учитывается. Те факторы психологические, с которыми вы можете работать, когда вы занимаетесь привлечением инвестиций от частных лиц, от частных инвесторов. Главные вопросы, на которые вы должны ответить в своей презентации, в упаковке проекта, это кто вы такие, почему вам должны доверять, на каких условиях вы привлекаете инвестиции и на что конкретно. Форматов документации существует очень много, и в зависимости от того, какой уровень вашего проекта и ваше инвест-предложение, зависит то, какая у вас должна быть упаковка. То есть, когда вы приходите к нам, в том числе в компанию, заказывать бизнес-план, презентацию, финансовые модели, не всегда и не в каждом проекте это необходимо делать, это во-первых, а во-вторых, не у каждого проекта имеет значение делать, например, бизнес-план. То есть порой достаточно просто презентации, главное правильно проработать стратегию, как с этим работать дальше с инвесторами и какой формат. Например, сейчас в Бишкеке мы проводим для инвесторов мероприятия в рамках своего инвестиционного клуба. И на этих мероприятиях происходит также презентация тех инвестиционных возможностей, тех компаний, с которыми мы работаем, и уже некоторые сделки могут совершаться сразу после таких мероприятий. И поэтому некоторые этапы привлечения инвестиций в компании не обязательно выстраивать, если есть такие ресурсы, которые можно использовать для привлечения инвесторов, что важно понимать. Более подробно обо всем этом мы говорим на бизнес-завтраке в комфортной кулуарной обстановке. Даже сейчас я снимаю это видео, находясь в
отдельной VIP-кабинки в заведении Чайковский, который вы наверняка все знаете, если вы из Бишкека, где мы периодически проводим мероприятия. Поэтому оставляйте заявку, и с вами свяжутся наши менеджеры, забронируют вам место.